Все мы знаем, что Влад А4 плагиатит видео у западных блогеров. Да, эта новость не нова, и было снято уже 100 миллион тысяч видео на эту тему. И я, конечно же, не успел снять подобного ролика, так как не шарю я в этих ваших трендах, да и у меня тогда еще канала этого не было. Но что если я тебе скажу, что MrBeast, тот самый западный блогер, который уличил Влада в плагиате, за это время начал вести активную войну против Влада А4, чтобы его наказать. И если у него действительно все получится, то он может подвинуть Влада А4 на второй план. Ну и по негласному правилу YouTube я должен сделать вступление и рассказать, о чем будет видео. В этом видео. Поэтому в этом видео я расскажу, какое наказание и сколько лет тюрьмы может грозить за плагиат, но это так, чтобы разнообразить тему разговора. И, собственно, самое интересное, какие действия предпринимает Beast, чтобы дать отпор Владу А4 за копирование идей и копипаст обложек. Чтобы было понятнее, расскажу, что вообще происходит. Ни для кого не секрет, что большая часть популярного контента приходит к нам с запада. Причем это касается не только YouTube. Подобное происходило всегда и везде. Например, передача «Вечерний Ургант» – прямая копия шоу Джимми Киммела, а сериал «Счастливы вместе» – аналог зарубежного сериала «Женатые с детьми». И наш, так сказать, соотечественник Влад А4 также без исключения вдохновляется идеями из разных стран, просматривая трендовые видео зарубежных блогеров для поиска идей и вдохновения. Формула успеха простая. Анализируются тренды США и Европы, и успешные видео с развлекательным контентом просто адаптируются для русскоговорящих зрителей YouTube. Практику заимствования идей я считаю нормальным процессом в определенных моментах. Далее мы с вами еще об этом поговорим. Но Влад А4 зашел слишком далеко. Он не просто брал идею и адаптировал ее, он брал чужие превью картинки к видео и накладывал на нее свои лица. И в таком видео выкладывал превью к видео. Причем в некоторых случаях копировалась не только обложка, но и сам сюжет видео был под копирку, включая ракурсы съемок и очередность действий в самом видео. Естественно, это не осталось незамеченным, и популярный блогер MrBeast опубликовал запись, в которой наглядно показывал сходство работ двух авторов и сказал, что Влад А4 не только использует его идеи для видеороликов, но и копирует обложки и названия. На что Влад Бумага ответил, что его контент в плане и качества лучше, а создание картинки для превью это 10-минутное дело. Насчет качества контента спорить не буду, Влад А4 в плане качества видео действительно снимает хорошие видео. Да, это конечно не Тарантино, который снимает свои фильмы на Panavision и продумывает все диалоги до мелочей, но для детского контента Влад Бумага снимает нормально. А вот насчет того, что создание превью занимает 10 минут, тут он точно не прав. Технически, если отбросить все и оставить только работу в фотошопе, то да, создать превью займет 10 минут. Но ведь превью надо еще придумать, подумать над тем, что лучше изобразить, чтобы привлечь зрителя. При этом надо создать несколько вариантов, чтобы понять, какой из них лучше подходит. И на все это явно уйдет не 10 минут, а намного больше времени. И вот спрашивается, что мешает Владу А4 при его-то доходах нанять пару первоклассных фрилансеров, чтобы они с утра до ночи клепали превьюхи для его видео? Я не понимаю. И давайте представим чисто теоретически, какое наказание может грозить Бумаге за такой вот плагиат. Я не юрист, не адвокат, но я нашел статью, где как раз таки профессионал разобрал этот инцидент. И я вам своими словами расскажу о самом главном. Один из самых плохих итогов таких разбирательств может быть полная блокировка канала. Это в случае получения 3 страйков за нарушение авторских прав в самом YouTube. Но это маловероятно, так как нет прямого копирования. То есть видео Влад А4 делал свои, пусть даже и с использованием чужих идей, а за идеи YouTube не банит. Для него это все равно считается уникальным контентом, а за превью к видео тем более жалобу еще никто, наверное, не получал. Да и самому YouTube это не особо выгодно терять автора, который создает контент на очень большую аудиторию, с помощью которой сам YouTube получает прибыль с рекламы и самое главное внимание аудитории. А вот если теоретически предположить, что дело дойдет до суда и факт нарушения действительно выяснится, то за каждое нарушение, повторю, именно за каждое нарушение может быть штраф в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Сколько таких нарушений было, уже там сами посчитайте и перемножьте. Даже если таких нарушений выявится штук 10, и даже если придется заплатить максимальный штраф, то получится 50 миллионов рублей. С учетом того, что Влад Бумага покупает себе дорогие машины и самолеты, для него эта сумма не будет катастрофической. Также очень маловероятно, но все-таки возможно и уголовное наказание в виде 2 лет тюрьмы за подобные нарушения, что ну очень маловероятно в подобных делах. Опять же повторюсь, что
это мы с вами разобрали чисто теоретически, и этого никто делать не станет, так как оно того не стоит, вся эта возня из-за каких-то картинок к видео. И вот как вы думаете, что сделал Бист после того, как разоблачил Влада А4? Так как ему, скорее всего, стало обидно, ведь это все-таки труд, в который он вложился. Мне бы, например, точно стало обидно на его месте, когда мои идеи, над которыми я трудился, думал и воплотил в жизнь, просто взяли и скопировали. Но нет, мистер Бист не стал дальше мусолить эту тему, кидать жалобы или как-то еще преследовать Влада. Он поступил иначе, хитрее и выбрал самое верное решение. Он начал экспансию в русскоязычный YouTube. Мне, например, в последнее время в рекомендациях очень часто начали попадаться ролики мистера Биста, причем переведенные на русский язык. Я сначала подумал, что, наверное, какой-то энтузиаст просто создал подобный канал и начал переводить его ролики, чтобы, как называется, собрать подписок и просмотров на хайпе. Но адаптации и перевод были ну уж очень качественными. Я проверил канал, и оказалось, что это официальный канал, только он уже переводится на русский язык. То есть Бист просто начал адаптировать и переводить свои ролики на русский язык, чтобы собрать аудиторию. Это просто гениально с его стороны. И если это продолжится, то как вы думаете, сколько подписчиков он соберет и сможет ли его русскоязычный канал обогнать Влада А4? На данный момент, к примеру, за несколько месяцев после публикации первого видео на канале уже несколько миллионов подписчиков, что является очень хорошим результатом за столь короткий период. Причем ролики выпускаются регулярно, что очень важно для продвижения канала. Кстати, насчет перевода на русский язык. Автор, как вы понимаете, не сам это делает. Есть специальные сервисы типа Unilingo, которые полностью занимаются профессиональным переводом, озвучкой и адаптацией под любой язык. То есть сам мистер Бист для этого никаких усилий не прикладывает, а просто снимает ролики на своем родном языке, как это было и раньше. А компания Unilingo уже полностью переводит, озвучивает и адаптирует под целевую аудиторию. Короче говоря, мое мнение такое. Все это похоже на то, как Влад А4 реально доигрался со своим копированием контента и напоролся на неприятности из-за своей настойчивости, из-за чего мистер Бист захотел отомстить. Именно отомстить, так как я не думаю, что Бист интересна наша русскоязычная аудитория. Например, монетизация в русскоязычном сегменте в несколько раз меньше, чем в тех же Штатах. Да и часть прибыли от канала он отдает той самой компании, которая переводит его ролики на русский язык. Да и если посмотреть ролики мистер Бист, то можно понять, что он не гонится за тем, чтобы набить карманы деньгами, а вкладывает все деньги обратно в свои же ролики, за счет чего опять же получает бешеные просмотры. Таким образом, Влад А4 может оказаться в пролете, так как не сможет первым выпускать трендовые ролики, и за этим уже действительно интересно наблюдать, что будет дальше. Что было дальше? Насчет самого плагиата я уже как-то говорил в одном из видео про Влада А4. Если не смотрел тот ролик, то рекомендую посмотреть. И мое мнение не изменилось с тех пор. Плагиат — это когда в точности повторяется работа другого автора, и самое главное, присваивается авторство. Если честно, мне не нравится слово плагиат. Оно несет в себе столько негатива, и далеко не всегда реальное положение дел настолько негативное, как само это слово. И грань между плагиатом и использованием чужой работы в качестве источника вдохновения очень размыто, и следует четко понимать, где автор старался и сделал собственную работу с использованием идеи другого человека и обычным простым копированием. Ведь для того, чтобы создать какое-то произведение, необходимо от чего-то отталкиваться, и иногда чужая работа может натолкнуть на новые идеи, которых еще не было до этого. И без использования работ других людей невозможно было бы развитие, и уж тем более учиться на чужих работах я считаю обязательным процессом. Да и вообще, если повторяют твои работы, значит ты вырос как профессионал и мастер в своем деле. И я не осуждаю Влада А4 ни в коем случае, он талантливый автор своих работ, и одно только его упорство и трудолюбие чего только стоит. Просто я считаю, что в какой-то момент он перегнул палку, причем попался на какой-то пустяковой мелочи и таким образом получил себе сильного зарубежного конкурента. И эта ошибка в будущем может очень сильно пошатнуть его лидерство в этой сфере в русскоязычном YouTube. Вот такая вот битва намечается, как мне кажется, хотя возможно я все преувеличиваю насчет всего этого противоборства, но факт, что западный блогер выпускает ролики на русском языке, остается фактом, и с каждым днем на его русскоязычном канале все больше и больше подписчиков. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, так как мне интересно узнать ваше мнение с разных сторон. Ну и как всегда, кнопочки там всякие прожимай, чтобы не пропустить новые видео, и увидимся в следующем видео.